Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. История кота Степы поразила даже волонтеров с огромным опытом, которым доводилось повидать многое. Трудно поверить, что такое может происходить рядом, но, тем не менее, это реальность, которую приходится принимать. Степа жил в одной из многоэтажек в Днепре. И это было огромной проблемой для бедолаги, ведь он вылетал из окна не один раз. Все дело в том, что этому коту очень не повезло с хозяевами. Соседи утверждают, что люди употребляют наркотические вещества. Живодеры несколько раз намеренно выбрасывали своего питомца из окна. Он получал травмы, но ни о какой ветеринарной помощи не было и речи. В середине марта несчастный кот вновь вылетел из окна, но в этот раз все было по-другому. Проходящая мимо девушка заметила животное, которое лежало в грязи и почти не двигалось. Она, не раздумывая, подняла бедолагу, чтобы отвезти в клинику. В итоге девушке пришлось убегать от неадекватного хозяина, который был категорически против спасения животного. К счастью, девушка все-таки сумела доставить животное в ближайшую клинику. Травмы оказались очень серьезными: перелом двух лап и многочисленные ушибы внутренних органов. Врачи наложили бедолаге гипс, чтобы ограничить его движение, и стали готовить к операции на сломанных лапах. К счастью, позвоночник был не поврежден, а значит, с большой долей вероятности кот сможет вернуться к нормальной жизни. Операцию назначили на 19 марта. В этот день Степа родился заново, причем дважды. Кот был ослабленным, поэтому в ходе операции возникли серьезные осложнения. В какой-то момент у Степы остановилось сердце, но врачи смогли его реанимировать. Через час после операции ситуация повторилась, и пациента снова пришлось возвращать к жизни. Сейчас состояние Степы удовлетворительное. Угроза жизни миновала, он хорошо кушает и неплохо себя чувствует. Я никогда не видела котов спокойнее его. У него невероятно умный и осмысленный взгляд, рассказала волонтер, которая занимается лечением бедолаги. Шансы на то, что Степа сможет нормально передвигаться, очень высоки. После выздоровления для него будут искать новых хозяев. Конечно же, о возвращении животного прежним владельцам не может быть и речи. Надеемся, что страдания Степы на этом закончатся, а впереди его ждет только любовь и забота. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.